Всем привет! Сегодня новый обзор. Чернила, которые уже были не раз в моих обзорах разных цветов. Сегодня решил попробовать заправочку перманентную Молотов на алкогольной основе. Просто цвет Купер. Это розовое золото, медь, как не знаю, там по-другому называют. Мне кажется, такой весьма проблематичный цвет у многих. Интересно, как будет тегать. Там винчик подложим в гостях, чтобы на стол не насрать. Использую для обзора дриппер. Хорошенько перемешаем сейчас. Давно лежала у меня в шкафу. Тут наткнулся на нее, подумал, по-моему, я даже ее не пробовал. Так выглядит прикольно, достаточно жидкая. Опа. В дриппировочке в обычном 18-миллиметровом. Попробуем. И взял вот такой маленький помповый маркерок, тоже Молотов. Не знаю, будет в нем писать или не будет. Перо обычное, не Т-образное, но если проходить будет, то поставлю Т-шку. А так жалко, короче, если не будет работать, сразу и перо засирать, Т-шку, и такие перья я все равно не использую, поэтому мне его не особо жалко. Надеюсь, маркер не испортится и будет работать. Шарики, я думаю, оставлю. Пусть будут краску мешать. Не знаю, будет писать, не будет. Возможно, поначалу будет писать, потом засохнет. Надо, короче, смотреть. Бывает такое, что некоторые чернила изначально пишут, а потом просто засыхают уже перо, и все. И ничего не работает. Полбутылки еще осталось. Два маркерочка заправил. Попробуем сразу Т-шку. Интересно. Не, чернила проходят. Так что я думаю, маркер будет писать. Ну, потестируем сейчас на улице. Посмотрим, как работает. А там смотрите уже видео и делайте свои выводы по поводу этих чернил. Пишите в комментарии свое мнение. Вроде так много раз нажал, но что-то не сильно перо прокачалось. Ну, в общем-то, сейчас попробуем на улице. Всем йоу, до следующего обзора.
происходит. Дозаправка маркера в воздухе. Как можно? Пишет одним растворителем. Это давление? Ну, фотки выкладывал с выставок что-то, да? По-моему, там был. Кстати, он вообще, у него все круто получилось с двумя. У него такой, у него ясно. Ничего не видно.
Кайф. Я разбил чернила. Постирать, наверное, сразу, может быть, отойдет, да? Ну, попробовать надо. Это были джинсы не для граффити. Ну, тут вроде отстиралось легко сразу. Заправил маркерок. А я отсюда фигню. Ничего не видно. Все, закончилось. 3 вечера. 3 дриппера и 1 маленький молоток. Чернила топ, и хоть в помповом маркере и пишут, но, короче, совсем не ярко. И не по всем поверхностям приходится подбирать поверхности, чтобы сделать тег вот именно помповым. Меня это немного напрягает, поэтому я решил все из помпового маркера перелить в дриппер, потому что в дриппере теги получаются прям очень хорошими с этих чернил. Цвет насыщенный, прикольный.
целом, я думаю, по видео видно, что в дрипере чернил пишет круто. Жалко, помповый, конечно, испортил маленький. Ну что делать, попробовали зато. А вот именно в сквизере пишет вообще круто. По стеклу в темноте, конечно, смотрится, может, не так хорошо, но днем по-любому чернила будут прям бронзовыми. Вот по такой поверхности вообще цвет хороший. Сейчас фонариком посвечу. Вообще клево. В общем, чернила топ, но для дрипера. Подтеки, цвет. Бронза обычно вообще не очень хороший цвет, а здесь прям хорошо. Всем йоу, до новых обзоров.